Выход Армении из ОДКБ. В СМИ появилась новость о том, что Никол Пашинян назвал отношения Армении и ОДКБ прошедшими стадию невозврата. Видимо, Армения будет выходить из этой, совершенно бесполезной организации, что выглядит довольно жестким шагом после примирительных слов президента России, сказанных на Совете глав стран-членов ОДКБ в Астане. Сегодня активно обсуждался вопрос о ОДКБ, и я хочу напомнить об одном важном моменте. В 2019 году, когда нас называли, в том числе и в дружественных странах, нас называли исполнителями воли Запада и марионетками в своих средствах массовой информации и так далее. Мы в 2019 году направили группу в Сирию с нашими саперами и врачами, вопреки устоявшемуся мнению во всем западном мире, вопреки тревожным сигналам, требованиям и так далее. Почему мы это сделали? Потому что наш союзник нас попросил, сказав, что в том числе в этом регионе у нас есть потребность в вашей помощи, и мы отреагировали, потому что этим мы также показали, что значит быть союзником в нашем понимании, это очень важная вещь. И сегодня в этих странах, кстати, в числе стран-участниц ОДКБ, мы были единственной страной, которая отреагировала на просьбы нашего союзника, показывая тем самым, что мы представляем такой уровень отношений. Мы так понимаем, что значит быть союзниками и выполнять обязательства по собственным подписанным соглашениям. Но как тогда, так и сейчас нас называют исполнителями воли Запада, и марионеточным правительством Запада пусть ответит. Пусть эти люди ответят. На самом высоком уровне. Лично у меня просили, требовали, чтобы мы не отправляли эту миссию. Но тогда мы отправили, поступили правильно, и сейчас возвращаем миссию и снова поступаем правильно. Но этим самым я также хочу зафиксировать, что представления о союзничестве у не всех наших союзников были такими, как у нас. И никто не может нас ни в чем обвинить, ни политически, ни морально, ни юридически, у них нет для этого оснований. Мы точнейшим образом, будь то политически, морально или юридически, выполнили все наши союзнические обязательства, но в отношении нас эти обязательства не были выполнены в трудную минуту, нас оставили в одиночестве, покинули нас. И да, есть мнение, что нас предали. У меня нет доводов, чтобы ответить тем, кто выражает такое мнение, что они неверны в своих суждениях, потому что 1, 2, 3, нет ни первого, ни второго, ни третьего. По всей видимости, Армения чувствует, что ситуация складывается таким образом, что возможные негативные последствия от выхода страны из военно-политического блока с опорой на Россию более не являются критическими. В принципе, на фоне откровенной импотенции ОДКБ и судорожного поиска России новых союзников в Азии, дальнейшее существование этого блока затруднительно. После выхода Армении из ОДКБ, скорее всего, мы увидим как минимум аналогичные попытки искать новых союзников и со стороны других стран-членов. Можно смело предположить, что тюркские государства найдут опору в лице Турции. Ориентированными исключительно на Россию останутся Таджикистан и Беларусь. Есть еще одна причина, по которой ОДКБ, даже при желании, не сможет оказать военную помощь Армении. Практически у всех стран блока, в том числе у самой России, есть действующие договоры о союзническом взаимодействии с главным противником Армении Азербайджаном. Это соглашение, подписанное Ильхамом Алиевым в Москве буквально в канун начала российско-украинской войны, затрагивает все сферы взаимодействия в военной сфере от поставок вооружений до предоставления гарантий ненападения с территории друг друга. Таким образом, Россия сама исключила себя из списка стран-союзников Армении. А так как Россия является главной силой в ОДКБ, то блок перестал быть интересен Армении с военно-стратегической точки зрения. Многострадальная тема перехода военнослужащих армянской армии на новую военную форму начинает немного приобретать практический смысл. Твиттер министра обороны говорит, что на территории посольства Армении в США он встретился с руководством компании Milliken & Co. и обсудил сотрудничество в разработке новой формы для армии Армении,
включая типы формы, производственные процессы и сроки поставки прототипов. О переходе на новую военную форму говорится уже несколько лет. Ранее была информация, что местные армянские компании не справились с объявленным в феврале 2023 года тендером на разработку новой военной формы, и с конца ноября 2023 года к тендеру привлекли иностранные компании. Была также информация, что для смены армейского обмундирования за основу якобы будет взята французская модель. В последний раз министр обороны сообщил, что уже в 2025 году, который наступит через 27 дней, у вооруженных сил Армении будет новая форма. Это предполагает, что в 2025 году у армянской армии должна быть утверждена новая полевая форма, предназначенная для разных родов войск, а также парадная форма. Объективности ради, от парадной формы можно было и вовсе отказаться. Судя по тому, что сегодня с американцами обсуждается, сроки поставки прототипов, что подразумевает поначалу пользовательские испытания ношения и использования формы в различных климатических и природных условиях Армении, то 2025 год потенциально может быть занят этим процессом. Таким образом, если все пройдет нормально, можно сказать, что к 2026 году у армии точно появится новая форма. И надеемся, что будет качественной, прочной, надежной и удобной с соответственной цветовой окраской. На главной странице компании Milliken & Co размещен образец ткани, расцветка которого удивительно напоминает армянскую военную форму. Этот факт особенно интересен в свете сегодняшней встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна с представителями Milliken & Co, о которой он сообщил на своей официальной странице в сети X. Milliken, будучи мировым лидером в производстве текстиля, включая материалы для военного назначения, вероятно, обсуждала с армянской стороной возможности сотрудничества. Универсальные стандарты камуфляжа и адаптация их к национальным требованиям делают такие совпадения закономерными, однако встреча намекает на возможные новые проекты или обновления в обеспечении армянской армии. Добавим, что в рамках рабочего визита в США 4 декабря в посольстве Греции в США состоялась встреча министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом. Были затронуты вопросы, касающиеся нынешнего состояния и перспектив сотрудничества Армения-Греция в сфере обороны. Подведены итоги проделанной за 2024 год работы и обсуждены планы на следующий год. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.